Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы будем шить красоту. Из чего? А догадайтесь. Правильно, из текстильного мусора. Да кто б сомневался. У меня есть маленькие кусочки плотной мебельной ткани. Они красивые и яркие, но залиты клеем. Где можем, клей и этикетки убираем. Где не можем, то отрезаем. Большие кусочки используем в других проектах. А сейчас поработаем с мелочью. Здесь же, в этой куче, есть кусочки плотного драпа и фетра. Подготовим основу. Это большой кусок плотной мебельной ткани. Составила его из двух частей. Девочки, хорошо, что мы увлекаемся рукоделием, но не всем это нравится. А что делать долгими зимними вечерами? Можно попробовать создать объемную скульптуру из обычной книги. Вы только посмотрите на это чудо. Это фолдбук от Кубрикс. Скульптура из книги. Можно сделать объемной любую надпись, дату или символ. Вы же знаете, что я библиотекарь и очень трепетно отношусь ко всем печатным изданиям. А эта книга создана специально как конструктор. Внутри нее зацикленный текст без смысловой нагрузки. Буквально пара страниц текста, которые повторяются на всех 928 страницах. Как это работает? На суперобложке книги есть специальный код. Вы заходите на сайт Foldbook Art и вводите там этот код. Скульптуру, которую вы хотите сделать, можно выбрать из готовых вариантов. Надписи, даты, символы. Или собрать что-то по своей картинке. В моем окружении есть фанаты сериала Twin Peaks. Решили собрать такую картинку. Тем более, что в 3D-варианте она выглядит очень интересной. После этого вам на почту приходит инструкция по сборке. Вы можете ее распечатать. Можете смотреть прямо с экрана компьютера или телефона. А можно включить голосового помощника. Мне помогал при сборке приятный голос Алисы. Но хотите, можно включить фоновую музыку. Если она мешает, то убираем ее. Скорость диктовки тоже можно регулировать. А если вы сделали перерыв, программа запомнит то место, где вы остановились. Как дальше работать? На каждом листе книги сбоку есть разметка, с помощью которой легко ориентироваться. Каждую страничку надо согнуть дважды. Один угол, потом другой. Сгибы делаем под прямым углом. Если не получается прямой угол, то просто уголок книги доводим максимально до переплета и так фиксируем. Неспешно, под приятную музыку, шаг за шагом, страницу за страницей прочитываем всю книгу. Если вы не знаете, что подарить своим знакомым, то эта книга может стать прекрасным сюрпризом. Собирать довольно просто. Бумага очень хорошего качества. Точная печать, все просчитано до миллиметра. А такая объемная скульптура будет необычно и интересно смотреться в любом интерьере. Тем более это новинка. Такие конструкторы только появились в продаже. И на Wildberries сейчас огромные скидки. Там уже полно восторженных отзывов с 5 звездами. Люди очень довольны. Проходите по ссылке в описании под видео и заказывайте новинку – скульптуру из книги Foldbook от Кубрикс. Главный секрет работы с такими полотнами – надо, чтобы все лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. У меня простая бытовая швейная машинка.
поэтому воспользуемся самодельным приставным столиком. На ткань основы укладываем красивый лоскуток и начинаем его потихоньку обшивать маленькими кусочками ткани. Конечно же, лучше сшить зигзагом, но эта ткань плотная, не сыпется. Можно шить и прямой строчкой. Так мы шьем и шьем, постепенно заполняем всю основу. Когда все готово, промеряем и выравниваем края, отрезаем все лишнее. Получилась очень милая заготовка, как чешуйки золотой рыбки. Можно загадывать желание. Кто-то скажет: ну и что? И куда это? А самые внимательные зрители вспомнят, что мы уже шили в такой технике. И у нас это уже 5-я заготовка. И уже готова довольно длинная лоскутная дорожка. Пристроим к этой веселой компании и новую деталь. Сами видите, края заготовок довольно плотные и толстенькие. Соединять их будем через 2 бейки. Одна бейка шириной 5 сантиметров, другая 3 сантиметра. Узкую бейку, это просто полоска ткани, выкроена по прямой, прикладываем к краю с обратной стороны лоскутной заготовки, а с лицевой стороны широкая бейка, сложенная вдоль пополам, а потом пришиваем обе бейки одним швом. И смотрите, какая конструкция у нас получается. А теперь расправляем узкую бейку, к ней приставляем вторую лоскутную деталь
и прошиваем. Во всех случаях припуск делаем 7 мм. В результате, когда мы развернем эти заготовки, припуски ложатся ровно, рядышком, а открытые срезы закрываем двойной бейкой. А вот сейчас специально решила вам показать, как именно проходит процесс работы. Огромное тяжелое полотно. Знаете, иногда в комментариях находятся знатоки, которые выискивают неровные строчки. И хочется спросить: люди, а вы вообще в своем уме? Вся эта тяжесть удерживается на одной иголке. Вот так, потихоньку, прокладываем шов, закрываем двойной бейкой открытые срезы. И получается у нас лоскутная дорожка уже внушительной длины, 175 сантиметров. Но у меня остались еще мелкие кусочки. И по мере работы с плотными тканями появляются все новые и новые. Так что продолжение следует. И всегда вспоминаю анекдот, как старый цыган отправляет цыганенка за водкой. А на вопрос: а где же деньги? Старый цыган отвечает: с деньгами каждый дурак купит, а ты без денег купи. Цыганенок принес ему бутылку. Старый пробует и говорит: да это же вода. А молодой цыган отвечает: с водки любой дурак опьянеет, а ты с воды опьяней. Так что, милые мои, из новой ткани любой дурак сошьет, а из такой мелочи сшить нужную вещь для дома, которая будет радовать, надо еще постараться. Ну что, мои хорошие, на канале есть еще много интересного. Заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.